Натовские истребители вступили в бой с россиянами, страна Альянса атакована, реакция и последствия, все детали произошедшего. Медиа случайно узнали о тайной встрече американцев с россиянами и Кириллом Будановым. Что происходит и о чем договорились военная и разведка. Секретная воздушная крепость уничтожена, дроны нанесли сокрушительный удар по российскому тылу. Законы в России принимают только для людей, Вашингтон теряет терпение, а земле грозит неминуемая угроза. Об этих и других самых главных событиях вечера вторника 25 ноября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. В Абу-Даби прошла встреча, о которой Вашингтон предпочел бы говорить тише, а может и молчать вовсе. Министр сухопутных войск США Дэн Дрискол, новый спецпосланник Трампа, несколько часов провел за столом переговоров с российской делегацией. По данным CBS News, разговор состоялся вечером 24 ноября и затянулся надолго. Он планирует снова встретиться с ними в течение дня, чтобы обсудить мирный процесс и быстро продвинуть мирные переговоры. Кто именно входит в американскую и в российскую группы, засекречено. Не раскрывается ни одна фамилия, кроме самого министра. Financial Times пишет, что Киев был предупрежден о контактах заранее. Более того, в ближайшее время может произойти встреча Дрискола с главой Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым. Сигнал, что США пытаются выстроить параллельный канал между всеми ключевыми игроками. Днем ранее появились сообщения, что Дрискол готовится к возможной поездке в Россию для продолжения обсуждений плана, стартовавших в Женеве. А в США снова звучат радикальные заявления тем временем, правда, уже не от Трампа напрямую. Он хочет, чтобы эта война закончилась, и его растущее раздражение исходит из раздражения американского народа. Знаете, президент Трамп остановил финансирование этой войны, но Соединенные Штаты все еще отправляют или продают большое количество оружия НАТО. Мы не можем делать это вечно, и президент хочет, чтобы эта война закончилась. Он президент мирного времени. Издание «Политико» сообщает еще одну важную деталь, ту, что скрыта от глаз наблюдателя. В Абу-Даби встретились высшие военные руководители стран. Предварительный вариант плана, в котором было 28 пунктов, после женевских консультаций сократили до 19 ключевых положений, и теперь ощущается спешка. Вашингтон хочет выйти на следующий этап до того, как ситуация на фронте и в политических кабинетах снова изменится. Правда, в Москве уже заявляют, что ничего у них не выйдет. Переговоры в Стамбуле были поставлены на паузу не по нашей вине, не по нашему желанию. Это было, собственно, прервали этот переговорный процесс представители киевского режима. Поэтому, но сейчас вы видите, что чуть-чуть по-другому развивается ситуация. Работа идет между украинцами и американцами на основе вот этого проекта Трампа. Поэтому посмотрим, как дальше будет все развиваться. Киев этой ночью пережил одну из самых жестких атак за последние месяцы. Комбинированный удар кинжалами, калибрами и дронами превратил несколько районов в пылающие точки на карте. Погибли люди, вспыхнули многоэтажки. В столице Украины ограничили тепло и ввели экстренное отключение света. Общий итог атаки: на утро 6 погибших, 14 пострадавших, среди них ребенок, 8 человек госпитализированы, остальным помощь оказали на месте. ГСЧ сообщает о 18 спасенных и 57 людях, получивших психологическую поддержку. Из-за ударов в Киеве ограничили подачу тепла, Укрэнерго ввело экстренное отключение света, то есть графики сегодня не работают. На фоне хаоса всплыл и скандал. Женщину с ребенком не пустили в укрытие в библиотеке Печерского района из-за того, что внутри, цитирую, «сделали все для себя». Видео вызвало бурю в сети, полиция установила участников конфликта и разбирается в деталях. Пустіть мене, я хочу сюди зайти. Ми тут зробили для себе все. Це цивільне укриття для всіх. Я розумію, не Йди, я теж сюди зайду. Для Киева эта ночь стала напоминанием. Даже спустя годы войны удары могут быть столь же разрушительными, как и в начале. Город снова оказался на грани света и тьмы, буквально и метафорически.
Российские дроны в воздушном пространстве НАТО дважды нарушили границу Румынии. Реакция была мгновенной, в небо подняли истребители, а Бухарест подтвердил нарушение через Минобороны. Сначала с базы Михаил Кагельничану взлетели 2 немецких Eurofighter, потом при втором нарушении границы в воздух подняли пару F-16 с базы Борча. В Молдове повезло меньше, сразу 6 дронов пересекли границу, один даже упал на жилой дом. Минобороны страны сообщает, первый аппарат заметили между Виноградовкой и Волконештами. Он шел на высоте около 1500 метров и двигался в сторону границы с Румынией. Потом системы наблюдения зафиксировали еще 5 дронов. Они прошли над Дондушенами, Аргеевым, Бандерами, Вадул-Луй-Воде и Флорештами. Один аппарат падением напомнил, что инциденты уже выходят за рамки обычных пролетов. Дрон рухнул прямо на крышу дома в селе Нижние Кукурешты. Мы призываем граждан сообщать о любых замеченных посторонних объектах и не касаться никаких предметов, упавших на землю, а сообщать об этом властям. Для обеих стран это уже не редкость. Российские дроны все чаще подходят слишком близко или пересекают границу, и каждый такой эпизод проверяет, как далеко Москва готова зайти и как быстро НАТО готова ответить. Ночь в Таганроге вспыхнула так, что даже сами местные не сразу поняли, куда именно пришел удар. Но одно стало ясно быстро. Пожар поднялся там, где располагается военный аэродром, и россияне уже шепотом говорят о возможной потере самолета. Местные власти нехотя комментируют без деталей, рассказывают о прилетах в промышленную зону. Но по видео, которое появляется в соцсетях, и характеру взрывов, можно утверждать, что под удар попал именно аэродром. Что стало целью уже на аэродроме, тоже есть предположения, подкрепленные видеозаписями. Под огнем оказался один из самых секретных самолетов России. Машина, которой Кремль годами пугал мир рассказами о боевом лазере против спутников. По данным источников, в Таганроге мог быть уничтожен А-60. Уникальная летающая лаборатория России имеет таких всего 2. Целью атаки был авиационный научно-технический комплекс имени Бериева. Именно там десятилетиями берегли и чинили А-60-1А2. Экспериментальный самолет, который Москва пыталась подать как будущую платформу для лазера, который способен сбивать самолеты, глушить электронику и даже выводить из строя спутники. Эта ночь была громкой не только для Таганрога. В Геленджике ракета ПВО влетела в жилой дом. По сути, свои же сбили свое же. Москву и Подмосковье накрыл рой дронов. В Кстове прогремело не менее 10 взрывов. Вероятно, били по нефтепереработке Лукойла и объектам Сибура. Администрация Дональда Трампа запустила процесс, который может перевернуть жизни более 200 тысяч людей. Масштаб такой ревизии США не видели за десятилетия, а именно в этом кроется главный накал ситуации. Журналисты Associated Press получили служебный меморандум, подписанный директором службы гражданства и миграции. В документе говорится о полном переосмыслении статусов всех, кто получил убежище с 20 января 2021 года по 20 февраля 2025 года в Соединенных Штатах. То есть беженцам придется снова проходить собеседование, проверку документов и биографии. Фактически начинать процедуру заново. В администрации Трампа считают, что при Байдене количество поставили выше качества. USCIS готова соблюдать закон и гарантировать отсутствие злоупотреблений в программе предоставления убежища. Этот шаг мгновенно грозит заморозкой статусов, задержками и отменой решений в отдельных случаях. Правозащитники предупреждают, для десятков тысяч людей это удар по стабильности спустя годы после переезда. Юристы готовят почву для судебных исков, а эксперты прогнозируют эффект домино от бюрократического коллапса до масштабного паралича всей системы. Нужно подчеркнуть, что не только США ужесточают свою миграционную политику. Британия готовит свою реформу убежищ, Германия обсуждает возвращение сирийцев и депортацию нелегалов, Канада ограничивает въезд временных резидентов. Мир входит в фазу, где гуманитарные программы снова становятся полем политической борьбы, и тысячи семей оказываются в ее эпицентре. Валентина Матвиенко выдала такую версию российской реальности, что даже привычные к абсурду слушатели вздрогнули. По ее словам, в России почти нет ограничительных законов, а те, что есть, предназначены исключительно для защиты добропорядочных граждан. То, что страна живет под валом запретов, цензуры и уголовок за слова, спикер Совета Федерации предложила забыть, как будто этого и не существует. За год мы принимаем порядка 500-600 законов. Так вот, из всего массива принимаемых законов есть несколько, которые можно назвать ограничительными. Почему мы это делаем? Мир так быстро меняется, появляются новые вызовы, угрозы.
Остальное – это чистая забота о гражданах. Она объяснила необходимость подобных норм быстрыми изменениями в мире и угрозами, от которых государство обязано защищать общество заранее, особенно детей от экстремистского и вредного контента. Это была цитата. Все для людей. А сажают в тюрьму за лайки в соцсетях, так это чтобы отдохнул человек. На фоне массовых жалоб по всей стране от властей звучит версия, которая заходит как холодный душ. Беларусь давно живет в режиме падающего качества связи, но вместо технических объяснений людям говорят, сами виноваты. Связь в Беларуси разваливается месяцами, но власти нашли гениального виновника – окна. Да, ни вышки, ни оборудование, ни отказ от инвестиций, а стеклопакеты, которыми вы утепляли квартиры. Минсвязи заявила, что именно они глушат мобильный сигнал. Звучит как шутка, но это официальная позиция. Современные дома сейчас строятся с энергоэффективными стеклопакетами, в которых используется тонкое напыление металла. И это очень серьезно влияет на затухание сигнала до 1000 раз. Зато там, где проблема реальная, меры принимаются мгновенно. Государственное ТВ рассказала, перед мероприятиями с участием Лукашенко чиновники теперь обязаны сдавать не только смартфоны, но и смарт-часы, чтобы во Дворце независимости не осталось ни одного устройства, способного на прослушку. Власти уверяют, что время на исправление ситуации с мобильной связью еще есть, и обещают, что к 2030 году интернет в Беларуси будет летать. Пока же летит только доверие пользователей, прочь от объяснений, в которых за провал связи обвиняют окна. Комета 3i Atlas идет к Земле быстрее, чем ожидали, и это уже не абстрактные космические масштабы, а цифры, от которых холодеет в груди. Она подошла ближе 300 миллионов километров и ежедневно сокращает дистанцию еще на 2 миллиона километров. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Российской академии наук. Там наблюдают за траекторией и фиксируют ускоренное сближение объекта, которое уже стало одной из самых обсуждаемых межзвездных гостей последних лет. Дальше тишина телескопов и ожидание новых данных, но факт остается: 3i Atlas идет к нам по прямой, и каждый день путь между ней и Землей стремительно тает. Напоследок прогноз от геостратега и политика-пограничника о том, когда же закончится война России в Украине. Постараемся построить высокоскоростную магистраль, закончим эту тягомотину, я думаю, в ближайшее время в Украине и займемся своими внутренними делами, чтобы нашим людям жилось лучше, и чтобы они понимали, что лучше нашей земли нигде ничего нет. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.